Всем привет, меня зовут Анастасия, добро пожаловать ко мне на канал. Я не любитель политики, я не смотрю новости, очень в редких случаях, и то, когда меня муж позовет, он у меня фанат, он у меня в ней очень хорошо разбирается, а я сама лично, чтобы добровольно сесть и смотреть новости, я этого делать не буду, потому что там ничего хорошего не покажут. Убийства, катастрофы, война и все такое. В общем, я не смотрю телевизор. В редких случаях, там, если сериал, можешь какой посмотреть, турецкий, они, кстати, очень хорошие. Потому что я такой человек за мир во всем мире, и когда, посмотрев новости, я прокручиваю все это в голове, думать, переживать, в общем, и могу просто-напросто не уснуть. Но пока я лежала, болела дома, у меня это заняло больше 7 дней. Сначала я пила антибиотики, но потом доктор сказал, давай перейдем на уколы. Проделав, в общем, уколы, более-менее сейчас пришла в себя. И то голос еще до сих пор не восстановился, немножко кашель есть. Но, слава богу, понемногу оклемалась. И пока я, в общем, лежала дома, так у нас в деревне со всех утюгов с каждого дома было слышно, что в ближайшее время турецкие эксперты бьют тревогу об опасениях, надвигается цунами, надвигается землетрясение амплитудой больше 7 баллов в стороне Стамбула, на Мраморном море, в общем, на Эгейском море, это у нас, где турецкие сейсмологи говорят о том, что если это произойдет в Стамбуле, то ущерб будет колоссальный, и вся страна Турция погрузится в большой кризис, чего нужно, конечно, не допустить. И сейчас конгресс какой-то там, в общем, собрали все эксперты, наш президент, в общем, и ищет выход, в общем, этой ситуации. Также у нас в Измире с 26 января было зафиксировано более 700 толчков, где их балл самый высокий составлял 4,9. Предупреждают о том, что это серьезная угроза для тех городов, особенно которые находятся вблизи от моря, прибрежные города. Мы жили возле моря, совсем вблизи, там, я не знаю, полкилометра, наверное. И когда было землетрясение, даже самое слабенькое, то оно было очень сильно заметным. Там трясло до такой степени, что, хотя я находилась на первом этаже, все равно это все чувствовалось. Мы постоянно выбегали с детьми жить. В общем, да, в этих домах очень было страшно. Но сейчас мы переехали в горную деревню, где у нас свой плановый дом. И, слава богу, об этой проблеме я сейчас забыла, потому что сюда оно не доходит, здесь горная местность. И, в общем, в этом плане здесь, конечно, спокойно. И сейчас везде блогеры, везде, в общем, разводят панику, что вот море отошло на сколько-то там метров. Связывают, в общем, с тем, что это было землетрясение в Греции, и поэтому, в общем, такая реакция. На самом деле я совсем не согласна, потому что я здесь живу уже более 7 лет, и отливы-приливы в этом плане, они здесь у нас постоянны, и я, в общем, это ни с чем не связываю. Еще в Турции у нас предупредили, что у нас надвигаются сибирские морозы, причем по всей Турции. Продлятся они у нас здесь до конца февраля. Сейчас действительно наступил очень сильный мороз. Это, в общем, какая-то катастрофа. Даже у нас в Измире в последний раз был снег в 2020 году, когда у меня родился малыш. Был сильный снег по колено, мы прям тут радовались. И после этого, вот уже который год, 5-й год, снега здесь не замечалось до вчерашнего дня. Еще у нас в новостях президент отметил такой момент, что у кого электричество будет свыше лимита,
точно не скажу, но, по-моему, сумма около 1500. Если будет сумма ваша за месяц с февраля выше, то вы автоматически будете платить 2000 лир. Это сделано для того, как они говорят, это сделано для того, чтобы была профилактика экономии электричества. И я, в общем, жутко с этим не согласна, очень я, в общем, возмущена, потому что мы живем в деревне, и у нас отапливаемся мы только сплит-системой, климатом. И поэтому он у нас работает круглосуточно. И пока я болела, мои дорогие девчульки, никогда себя сильно не напрягайте. Если вы себя плохо чувствуете, плюньте, бросьте вы на все это хозяйство, ложитесь в постельку и отдыхайте, лечитесь и все такое. Не нужно, как в загоне, как бешеная собака, бегать, всем угождать, готовить и заниматься уборкой. Лежите и отдыхайте, набирайте столько энергии, сколько вам нужно. Я это дело все бросила и дала моему мужу похозяйничать. И ничего страшного не произошло, они все равно как-то без меня справились. Ручка есть там, ручку тяни. Где? Мальчика очень важно учить самостоятельности, чтобы он в любом возрасте мог за собой ухаживать. Это очень важно. Подключайте всегда его к своей домашней рутине, чтобы он вам помогал. Мамин помощник. А это мой муж решил пропылесосить, потому что для турка крошки в доме на полу – это самое страшное, что может быть. Это большой грех наступать на хлеб. Сегодня решила приготовить самую популярную еду в Турции. Это куру фасолье. Сейчас я муженьку буду готовить куру фасолье. Без этого блюда Турция вообще никак. Это, в общем, куру фасолье. Я его на ночь замачиваю. Утром ставлю отдельно в отдельную кастрюльку. Я его сначала отвариваю. Так слегка оно покипит. Я потом эту воду сливаю. Отдельно от нее обильника так наливаю масло оливковое. Туда один лук и немножко болгарского перца. У меня стручковый перчик, не острый, зеленый. Я обычно его замораживаю. Нам нужно это сделать под жарку. Это у меня свой томат. Я закрываю летом, и всю зиму мы потом им пользуемся. И это томатная паста, которую делает моя свекровь. Органически чистая, из помидоров, с солью и больше ничего. Если вам интересен этот рецепт, пишите мне в комментариях, и я летом обязательно вам сниму, как делается этот томат. До румянца, в общем, поджарили, у меня уже горит, не уследила. И кидаем сюда 2 ложки столовые. Можно даже 3. Наверное, 3 мы сделаем. Помидоров. И пол-столовой ложки вот этой томатной пасты. И немножко нам это надо поджарить. Вот как только я помою плиту, у меня обязательно что-нибудь вытекет и обосрет ее. А фасоли у меня здесь 2 стакана по 200 миллилитров. И, в общем, бросаем все это дело сюда. И заливаем ее водой, чтобы она прям слегка покрыла фасоль. Вот так. Ничего особо мешать не нужно. Оставляем до закипания. После закипания делаем на маленький огонь. И пусть она у нас варится. К нему обычно подается турецкий рис пиринч. В описании под этим видео оставлю ссылочку, у меня есть на него рецепт. Сегодня немножко, конечно, я оклемалась и решила сходить на базар. У нас сегодня базарный день, он у нас в пятницу. И, в общем, решила обазариться. Но цены, конечно, настолько высокие, что я просто не могу передать.
жить сейчас на одну зарплату, это не про Турцию. В новостях даже был ролик, где мужчина, пришедший в супермаркет, просто у него поднялось давление, посмотрев на цены, и он перенес, в общем, сердечный приступ. Если вам было полезно и интересно это видео, обязательно подпишитесь, оставьте свой комментарий. Ваше мнение для меня очень важно.